Друзья мои, приветствую! Прекрасно нас с вами Алексей Азаров. Вы находитесь на канале недвижимости в Италии, самом позитивном канале недвижимости в мире, который вещает про любовь и приятную атмосферу в нашей стране. Сегодня поговорим с вами про такую тему, как аренда недвижимости в Италии. По крайней мере, это будет первая часть, постараюсь их сделать побольше, потому что за 15 минут мы это сегодня не сможем разобрать. Кого эта тема не интересует, не переключайтесь, потому что, может быть, потом расскажете эту информацию, она будет полезна вашим друзьям, которые хотят сдавать в аренду недвижимость в Италии. Виллы, дома. Потом поговорим про коммерческую недвижимость, тоже аренду. Но в любом случае одна суть такая, что когда вы собираетесь сдать недвижимость свою, виллу в аренду, вы ни от чего не застрахованы. Наша задача как агентства недвижимости, естественно, уменьшить, диминуировать ваши риски. Вот. Но вы должны понимать, что в первую очередь это вы берете на себя ответственность, потому что риски есть. Сейчас мы про них поговорим. То есть, когда вы передаете ключи, наше агентство недвижимости в любое другое, друзьям, чтобы они сдали в аренду, вы должны понимать, что вы можете как минимум на год остаться без квартиры, без оплаты. Сейчас это все я постараюсь быстренько вам рассказать. Итак, когда вы собираетесь сдать в аренду свою недвижимость, необходимо подписать контракт. Мы, учитывая и зная все риски, которые здесь есть, стараемся их уменьшить. И поэтому у нас контракт максимум на 1 год. Почему? Потому что, когда мы подписываем контракт с нашим арендатором на 1 год, он оплачивает все сразу за 1 год. Полностью аренду, полностью свет, газ, воду оставляет аванс, мусор, интернет, оставляет за 3 месяца депозит на случай порчи имущества. И, по крайней мере, психологически мы понимаем, что если вилла стоит 12 тысяч, 100 тысяч евро, да, то есть и человек сразу может оплатить 120 тысяч евро аренды, плюс за 3 месяца, то есть где-то 150 тысяч плюс наше вознаграждение, где-то 150 тысяч евро он может сразу отдать. Я, как специалист, понимаю, что он не будет заниматься никакими потом выкрутасами, не будет заниматься никакими незаконными действиями, потому что люди, которые зарабатывают такие деньги, в основном в своей части очень серьезные и не до таких мелочей. Вот, тем более они снимают или для резиденции в основном, или для того, чтобы строить свою виллу, или ищут виллу. Также касается квартир, мы сдаем в аренду только дорогие квартиры, от 2000 евро в месяц и выше. По крайней мере, тоже данный сегмент, когда люди отдают нам около 36 тысяч евро за квартиру. Вот. Не каждый это может потянуть. В любом случае, мы тем самым отсеиваем и уменьшаем риски, чтобы не попасть на тех людей, которые завтра вам не смогут оплатить. Поэтому сразу все берем за год вперед. Раньше мы также занимались, если это не попадает в летние периоды, потому что находимся, если в Сан-Ремо, также в Милане, то есть можно сдавать на зимние сроки, по 6 месяцев, и оплачивать по 6 месяцев сразу. То есть нет такого, что контракт на год оплачивают по полгода, потому что полгода пожили, потом не оплатили. И начинается часть номер 2, а именно знакомство с адвокатом. Но сейчас до него еще дойдем. Итак, мой совет вам, то есть если вы собираетесь сдать аренду недвижимости с нами, без нас, делайте, по крайней мере, по моей схеме отработанной. Если у человека нет этих денег, понятно, если у вас квартира небольшая, или по 500 евро, понятно, что если это другой сегмент, люди работают на заводе, в ресторане, в баре, и у них нет таких денег, здесь вы увеличиваете риски, потому что завтра он может уволиться, завтра он может недополучить, недоплатить кредиты, и у вас пойдет снежный ком долгов от него. И все опять-таки это вернется к пункту номер 2, к адвокату. Это тоже будьте начеку. Хотя бы, по крайней мере, если у вас низкий сегмент, по 500, по 400 евро, по 600, хотя бы пускай оплачивать по 3 месяца, хотя бы.
И в вашем случае, если это небольшой сегмент, недорогой сегмент, я вам советую 100% брать фидусионный банкарио, да, то есть это гарантия, банковская гарантия, что там, например, если 600 евро стоит квартира в месяц, что 7200 евро у вас заморожены на счету у данного человека. И если завтра он не оплатил за квартал, и у вас в договоре прописано, что в случае того, что он не будет оплачивать, начинается процесс выселения, да, сфратто, то у вас есть как минимум в Италии где-то 8 месяцев в год длится процесс выселения, чтобы вы это понимали. Да? То есть у вас, по крайней мере, вы минимизируете риски, что все это время вам покроется. Имеется в виду аренда. Свет, газ, вода, как бы, может быть, вряд ли, но, по крайней мере, уменьшите риски. Вот. Это касается, конечно, дорогой тоже недвижимости, но если мне клиент оплачивает за год вперед, как бы, и у нас договор на год, то здесь еще год брать залога, как бы, можно тоже и лучше, но уже, я думаю, не потянут люди оплачивать по 240 тысяч сразу. Вот. Первое. Второе. Никогда не спешите передавать ключи. Как только вы передали ключи, вы можете попрощаться с квартирой своей. И это касается не только длительной аренды, да, то есть даже если вы сдали через Airbnb на неделю квартиру, там, на 5 дней, люди также могут не выехать из квартиры, там, из дома, могут не выехать. Вот. Сказать, что они с вами подписали там договор, оплатили вам в черную, об этом рассказали им соседям, и если приедет полиция, они об этом скажут. И потом будете долго разбираться, что произошло, как так, это неправда, но здесь опять-таки надо разбираться через адвоката, через суд, они не смогут выехать. Вот. То же самое, что когда вы уезжаете из своей квартиры, ключи, опять-таки, отдавайте доверенным людям, чтобы туда никто не заехал. Вот, потому что это не как в Испании, где просто заехали, там их не выселишь. В Италии похожая схема, оккупас, как называется, там в Италии. В Италии похожая схема. Если заехали, вы сразу это обнаружили день-два, да, то есть все, полиция приезжает, их за шкирку, и начинается как бы уже, в принципе, уголовное дело, потому что они вскрыли замки, это уже, считай, чуть ли не до ограбления можно довести, да. Вот. Если вы уехали там на месяц, и люди там уже живут месяц, то здесь уже сложновато будет тоже объяснить, если они реальные мошенники, они могут все грамотно сделать, повесить свои таблички без проблем, да, то есть на домофоны, отвертку взял, подкрутил, повесил, рассказал соседям опять-таки, что я там с Марьей Петровной подписал договор, классная квартира, как бы, да нет, там оплачиваю налом, как бы, чтобы избежать налогов, и все соседи себе на ус мотают, молодец. И потом, если опять-таки приходит полиция, я говорю, что, ребята, да вы что, я тут живу уже 3 недели, мы договорились с Марьей Васильевной. Каждый сосед знает, подтвердит. Вот. Я понимаю, может, у вас сейчас там какой-то шок идет, но об этом никто никогда не говорит. Из коллег все улыбаются, там, Италия, вперед, из песней. Но наша задача рассказать вам все как есть. По крайней мере, я так привык на берегу. Как мы можем это все избежать? Избежать мы это можем в первую очередь. Никакой не должно быть спешки. Потому что когда вот давайте, бегом, а вот сейчас быстренько оплачу, в 90% случаев может быть это кидалово. Как это происходит в Италии? Там приходят люди, например, в офис, при вас переводят, кидают вам платежки о том, что они оплатили деньги. Вот, вы даете ключи, как бы не зная, там, в агентстве недвижимости или так. Вы смотрите, я вам отправил эти платежки, и мы спокойно думаем, что деньги придут. Как только они взяли ключи, ушли, они зашли в свой онлайн-банкинг, зашли даже в банк, неважно, и отменили данное сие.
вы ждете неделю, потому что обычно можно неделю, 10 дней ждать, а потом там что-то задержалось. Могут специально сделать ошибку в имени, если вы это не заметите сразу, да, то есть потом это могут... Разные сказки есть, да, там могут не дойти деньги, ой, а здесь заблокировали, потому что в основном, так как мы работаем с иностранцами, там, банк мой заблокировал, я должен предоставить документы банку в отмывании денежных средств, и это займет еще месяц. И так вам потихонечку капают на уши, и заметьте, все, ничего не доверебешься, везде все есть, всегда все на все звонки отвечают, есть документы все, вы спрашиваете там выписки с банков, еще что-то там, в основном, конечно, все поддельно. Обращайте внимание на чеки, если вам выписывают чеки, вот. Обращайте внимание на правильное написание всего. Если написано 30 тысяч евро, то должно быть написано 30 мила, да. Если написано Азаров Алексей, должно быть так же, как и в паспорте, потому что если будет грамматическая ошибка в имени моем, да, получателя, там, в сумме любая, то есть данный чек недействителен. Вот, этим тоже пользуются мошенники. Будьте аккуратнее. Так вот, к чему все это говорю? Ключи надо передавать, и необходимо передавать только в том случае, когда деньги дошли до вас. Все, вы увидели, что деньги на вашем счету. После этого ключи можно отдавать. Опять-таки, необходимо проработать договор по максимальности, да, но еще раз говорю, даже если они оплатили сразу, вот, смотрите, как они себя потом ведут, общаются ли с вами там при первом же запросе, потому что в основном квартиры, которые мы сдаем, например, мы их продаем еще, и у нас в пункте написано, что мы можем прийти и их смотреть с клиентами. Если мы видим, что какие-то идут нарушения, люди там избегают, нарушают договорные отношения, то есть риски, что они не выйдут в тот срок, который вы оговорили. Да, то есть, еще раз говорю, надо смотреть на людей, которые въезжают, но мошенников просто так нельзя разглядеть. То можно обратиться, естественно, к адвокату, если люди не оплатили, и если они не выезжают. И делать процесс через суд о выселении. Вот. Это занимает где-то 8 месяцев, где-то 8 год, да, месяцев занимает выселение. То есть вы должны к этому быть готовы. Вот. И учитывая то, что это Италия, все здесь очень медленно. Поэтому прежде чем сдавать свою недвижимость, нужно тщательно выбирать, кому вы ее сдаете. Вот. По крайней мере, банковские гарантии вас обезопасят от риска неоплаты, от риска выселения. Здесь никто вас не обезопасит. Более того, если заезжают люди с ограниченными возможностями и семьи с детьми, здесь риски увеличиваются, потому что, естественно, если дети несовершеннолетние и заехали люди с ограниченными возможностями, и если даже дети с неограниченными возможностями, то здесь вы должны тоже понимать, что в случае каких-то непредвиденных обстоятельств данная семья быстро не выйдет. И здесь будет, пока они не найдут себе жилье, ни один судья, по крайней мере, то, что я узнаю в практике, их тяжело выселяют очень, потому что они объясняют разными мотивами, да, то есть мы рады оплатить, но не было возможности, сейчас вот муж найдет работу, там, ну, по-разному. То есть я просто рассказываю про общие темы, какие случаются, вот, потому что данная тема, она очень рыхлая с точки зрения гарантий. И, к сожалению, итальянское государство вас никак не оберегает, да, то есть нет никаких гарантий, не дает никаких гарантий, что вот моя недвижимость, вот договор аренды, здесь написано, что они выезжают 1 июня, сегодня уже 1 июля, они не отвечают на телефон, это все здорово, да, вы владелец недвижимости, но только все или по доброй воле, могут
могут выехать по доброй воле. То есть, иногда бывает то, что наоборот люди, владельцы, наоборот, оплачивают их выселение. То есть они приезжают и говорят: ребята, ну, давайте договариваться. Вот мы хотим переехать, там это стоит там столько, 2000 евро. Отлично. Или 2000 евро, и там опять они пока через суд там это все дело и пройдет, и вы оплачиваете, не раз делают официальный документ, что они выселяются, выезжают, подпись, печать. Вот. После этого они выезжают. Да. То есть, и такое может быть, что вы, наоборот, вы еще оплачиваете, чтобы люди выехали. Но, по крайней мере, вы обезопасите себя. Не хочу показаться неделикатным, но лучше закон итальянский знает итальянцы, поэтому очень аккуратно надо сдавать итальянским семьям, потому что в основном они балуются этим, да, то есть они балуются невыселением и неоплатами. Вот, как знаю, все свои законы, все свои нюансы. Вот. Хотя, в принципе, этого брата хватает в любой нации. Я думаю, на сегодня хватит. Вторая часть будет более детальная. Я думаю, подготовить договор. Мы с вами, по крайней мере, пройдем основные тезисы, что должно быть прописано. Поговорим немножко про коммерческую недвижимость, потому что там 6 плюс 6 лет, 9 плюс 9 лет. Ну и затронем другие темы, касаемые аренды коммерческой недвижимости. Вот. На этом с вами прощаюсь. Надеюсь, тема была интересная. Напишите, пожалуйста, как происходит у вас ситуация в вашей стране по аренде. Мне, вот, по крайней мере, было бы интересно, как специалисту. Ну, и думаю, всем нашим зрителям, которые смотрят наш канал, будет интересно, как в той или иной стране, там, в Казахстане, в Китае, в Арабских Эмиратах, там, в Литве, как происходит вся эта вообще аренда, какие у вас законы. Если будет возможность у вас, напишите, пожалуйста, комментарии, будет очень здорово. Все, хорошего дня, прекрасного настроения. У нас в полной мере идет весна. Вот такие вот лимоны, вот такие огромные 4 урожая в год. В Сан-Ремо солнце, море, им прекрасное настроение. Пока.